Всем привет! Добро пожаловать обратно в Sims 4, в постройку Sims 4. Сегодня мы будем обставлять квартиру, и это квартира из серии челленджа, радужного челленджа, в общем. Вообще радужные дома надо строить, но я решила, что дома это немножко слишком для меня. Я их не очень люблю строить, а хочется построить всю радугу, и чтобы не заморить вас ожиданием, я решила, что это будут квартиры. Поэтому встречайте, оранжевая квартира. Мы пошли прям по радуге. То есть сначала была красная, теперь оранжевая, потом кто у нас там? Каждый охотник желает... Вот, следующая будет у нас желтенькая. И эта квартира, конечно, получилась, мягко говоря, безумной, потому что оранжевые предметы, оранжевая обстановка, в общем, обивка стен, полов, это немножко за гранью моего понимания. Вот. В общем, получилось, мягко говоря, ярко, потому что с красной квартирой как-то все было так... Я немножко переживала, конечно, но все-таки, вы знаете, вот красную можно как-то более-менее стильную сделать. А вот здесь, ну, не получилось стильно, получилось разномастно и так, немножко аляповато. Я, конечно, очень старалась, честно, подбирать как-то по стилю, но предметов все меньше и меньше, потому что я даже, честно, боюсь заглядывать что-то в желтых предметах. То есть я просто фильтрую все, что мне нужно в этих фильтрах, короче. И вот из того и строю. Вот. И оранжевого еще более-менее было, но все равно, конечно, ограничено, и все из разных стилей, из разных наборов. Оно все не сочетается, тумбочек вообще нету. Спасибо Tiny Living, оно хоть как-то меня выручило, потому что у них есть с оранжевой вставкой. Я тут еще немножечко, ну, как сказать, схалтурила, не схалтурила, но добавила вот эту верхнюю тумбу с перекладиной, потому что, на самом деле, они сделали, вот, я понимаю, что не очень хорошо, в том плане, что одежду можно повесить только на эту тумбочку, то есть нужно повесить тумбочку, а потом на нее одежду, то есть нету отдельной перекладины, никакого варианта другого нету. Да, эти тумбочки прекрасные, замечательные, мне они очень нравятся, но вот просто отдельную такую полосочку, который там вбивается, так сказать, в стену. Мне кажется, это было бы вообще шикардосно, но пока такого нету. Вот я сейчас поняла, что этого очень сильно не хватает, когда вот разделяешь на цвета, и когда у тебя выпадают эти полочки, я немножко нервничаю, потому что я как-то к ним привыкла. Они очень удобные, хорошие, полезные, и вообще с ними очень удобно строить. По поводу квартиры. За счет того, что я сразу поняла, что все будет очень разномастное, непонятное, не очень такое, ну вот цельная квартира, знаете, бывает такое, заходишь, все в одном цвете, все красивенько, ты кайфуешь, когда все обставляешь, но здесь этого не было. В итоге я решила, что квартира будет как раз-таки разномастной, в том плане, что это типа мини-коммунальная квартира, тем более про коммунальные квартиры видео на моем канале, это самое популярное, там уже какой-то есть сумасшедшие просмотры. Вот, она случайно попала в рекомендации. Спасибо большое YouTube. Я это очень долго ждала. Спасибо большое всем, кто смотрит, кто подписался за счет этого видео, нашел меня. Я вас приветствую на моем канале. У меня много чего интересного. Вот мини-коммуналка у нас. У нас 3 комнаты общего пользования еще, ну, типа кухни, гостиной и туалет-ванная. Совместный, получается, потому что квартира все-таки не очень большая, и я комнаты достаточно большие делала, на самом деле, я не жмотила на комнаты. Вот эта комната первая, это женщины-шахматистки. Что-то я на самом деле хотела сделать пианистку, но пианино оранжевого не было, пришлось выкручиваться тем, что есть, потом я вспомнила, что не так давно прошла волна на «Ход королевы» сериал, и все так восхищались, что вот красивая девушка прекрасно играет в шахматы, это так необычно, потому что все равно это такой больше сугубо мужской вид спорта, хотя женщин очень много шахматистов. Но все знают только Каспарова и кто это еще? Я забыла. Ладно, так вот, это у нас комната шахматистки. Она вот такая вот вся классная и замечательная, но она не хочет снимать всю квартиру, потому что ей не нужно, ей хватает. Ей достаточно и того, что у нее, собственно говоря, есть в этой комнате. Зато я ей поставила телек. Вот, она у нас одна из самых мажоров. С телеком и с большой красивой плюшевой кроватью. На самом деле, это
кровать так выглядит, вот прям хочется в нее прыгнуть, вот честно. Она такая с подушечками, такая мягенькая, такая вся. Ах, класс. Так, вторая комната девочек-студенток, ну, либо не студенток, потому что я сначала думала поставить туда эти столы письменные, именно как для студентов, потом подумала, нет, поставлю-ка я им кофеварку и микроволновку, типа они такие индивидуалистки, не хотят выходить, как-то коммуницировать с остальными жителями, вот, поэтому они готовят у себя в комнате. Поэтому у меня такие девочки, которые просто пока еще на низкооплачиваемой работе, и чтобы не сильно разоряться на аренде жилья, они сняли одну на двоих комнатку, самую маленькую, самую, скорее всего, недорогую. Вот одна из них любит всякие делать поделки руками, поэтому у нее там для вышивания всякая такая вот история висит на стене, ну, потому что на пол некуда было ставить, поэтому все висит на стене. Вторая такая более прагматичная, у нее нету ничего лишнего, там часы, небольшая картинка, и как бы все. Вот, у них есть стол, за которым они могут и чем-то позаниматься, и покушать, вот, что-то поделать. У них есть маленький комодик, типа, с одеждой. Я еще вот этот, то ли сейф, то ли что, в общем, я очень люблю вот этот шкафчик. Ну, может, для личных вещей каких-то поставила. В общем, они такие из серии, что они много работают, им не нужно сильно большие хоромы, им нужно место, где можно упасть, поспать, быстренько поесть, не знаю, помыться и идти дальше работать. Вот как бы идеальное лежбище для этого, и чтобы не нужно было тратить еще много денег. Я, кстати, встречала таких барышень, которые даже уже прилично зарабатывали, но они продолжали снимать комнату в ужасных квартирах, еще с кем-то в паре, просто потому что им как бы не хотелось тратить деньги на съемную квартиру. Я это не очень понимаю. Потому что из-за того, что я еще и работаю из дома, мне очень важен комфорт, одиночество, тишина, и как бы когда ты в квартире с кем-то живешь, и там, если у тебя еще 2-3 человека, то, конечно же, мягко говоря, сложновато было бы хотя бы тишину получить. И я еще тут немножечко помудрила с вот этой штукой, как это называется. Но это не книжная полка, это у нас с окажения пришла просто полка для всего. Она мне, кстати, никогда не нравилась, какая-то такая несуразная, большая, какая-то, нескладная, короче. Не знаю, что-то она мне вообще не нравится. Я вот тут ее засунула наверх, и вы знаете, вот здесь она мне понравилась в этом контексте. Конечно, там тень немножко, я потом перебила вот этой настенной штукой с одеждой. Вот, нормальненько стало. Кстати, вот эта комната девочек мне больше всего нравится, не знаю, почему-то такая самая уютная, самая какая-то наполненная, в общем, какая-то такая очень домашняя получилась, мне больше всего нравится, если честно. Вот, и последняя комната у нас мамы с 2 детьми или папы, не знаю, неважно. Просто один взрослый родитель и 2 детей, один школьник, один толдер. Вот, двухъярусные кровати, как обычно, пригодились. Какое счастье, что они пришли. Это решило столько проблем, столько челленджей. Можно на этом всем наклепать. Вот, в общем... кстати, еще тоже одним из популярных видео на моем канале стало там, где я строю самый крошечный домик, который возможен для 8 персонажей. Что-то как-то всем очень понравилось. Я буду теперь строить средний домик, потому что там по размерам Tiny Living, произношение, не слушайте меня. В общем, там есть крошечный, маленький участок и небольшой, что-то такое. Вот, там 32, 64 и 100 клеточек. Вот у меня было 32, где они там вообще друг у друга на голове стояли, хотя все поместилось. Вот. А я хочу сейчас на 64 построить. Там даже можно будет отдельно кухню, отдельно спальню сделать, отдельно туалет. Как-то даже развернуться можно. После 32 клеточек, вы знаете, и 8 персонажей, 64, это кажется прям манна небесная, я бы так сказала. То есть так много места вообще, можно прям разгуляться, прям в футбол можно играть. Так что скоро будет. Ну и, понятное дело, желтая квартира нас тоже ждет. Я вот боюсь, честно, приступать к зеленой, потому что я чувствую, что меня понесет. Это мой любимый цвет, и я прям буду
мне башню сорвет количество, что можно наконец-то зеленый цвет использовать, только зеленый, потому что я всегда себя в этом ограничиваю, потому что я всегда хочу зеленое, я все пытаюсь построить зеленое. У меня был недавно период желтенький, но он как-то очень быстро прошел, и опять вернулся зеленый. Я всегда все зеленое хочу. Ну вот я люблю этот цвет, причем уже много лет. Все мои знакомые, родственники все об этом знают, поэтому зато легко мне сделать подарок. В том плане, что если можно что угодно, лишь бы это было зеленое, я буду очень рада и счастлива. По этому принципу, кстати, вот некоторые мне и дарят подарки. Вот. От меня к квартире. Кухня, кстати, получилась более-менее. Вот кухня мне тоже, в принципе, нравится, потому что я там выбрала достаточно спокойный пол. Вот, то, что в комнатах я сделала типа ковролин, а ковролин здесь был очень такой пестрый, яркий, а здесь как-то полегче все-таки с этим делом. Ну, то есть здесь, это как называется, древесина, паркет, он как-то все-таки полегче. Я долго, кстати, не могла определиться с креслом, с диваном, вот. Оранжевых диванов вроде бы очень много, но что-то как-то мне все не нравилось. Мне уже, кстати, перенравился диван, который с нарядными нитками пришел, такой вот округленький. Что-то мне раньше нравился, сейчас кажется таким гигантским, каким-то круглым, непонятным. Такое ощущение, что он немножечко не проработан. Вот в чем дело. Я поняла, почему мне не нравится. Он какой-то такой вот раздутый, как будто его на скорую руку очень делали. Потому что вот те диваны, которые к нам пришли с сверхъестественной или что-то, паранормальное. Почему я сверхъестественная? Видимо, из-за того, что я фанатка сериала. И там, получается, 2 дивана нам добавили, и один из которых со всякими подушечками, там какая-то тряпочка висит, там какое-то покрывальце. В общем, он настолько детальный, настолько он прикольный, плюс расцветки такие интересные нам добавили, что просто глаз не оторвать. Второй, конечно, такой полегче диванчика, вот, который на 3 клеточки, он вообще бомбезный. Правда, Симам он не нравится, кстати. Симам говорят о том, что типа дискомфорт, какой-то дешевый диван, что меня очень удивило. Я что-то не ожидала такого от этого дивана. Он такой прикольный, достаточно дорогой на самом деле. Но почему-то жопки Симов говорят о том, что не-не-не, он сильно жесткий. В общем, на кухне меня, в принципе, выручил набор с... Какая там сельская кухня или какая? Кантри-кухня, что-то такое. И набор пляжный, получается, у нас острова. Жизнь на островах, что у меня с дикцией сегодня. Вот. Выручили меня и сделали более-менее нормально. Но, кстати, самое интересное, во всех этих цветах, я чувствую, в каждой квартире, ну вот в этом челлендже будет этот шкаф стоять, который вот пришел. Это было просто обновление, вот всякие, несколько предметов добавили, и там есть такой очень простенький шкафчик. Он есть всех расцветок, всех. Он красный, желтый, несколько, кстати, зеленых, за что им большое спасибо, несколько синих. Единственное, что не помню по поводу фиолетового, но хотя, мне кажется, здесь я его нигде не поставила. Нет, поставила в комнате с детьми. Я там его поставила. И я думаю, что я в каждую квартиру буду его ставить, потому что он есть всех цветов радуги, что, собственно говоря, мне и нужно. Ладно, мои хорошие, подписывайтесь, ставьте лайк. Приятного просмотра.